Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Это видео посвящается моей рубрике в Telegram. Я запустила рубрику «Сними, как вязать». Девочки присылают мне фотографии либо узоров, да, либо фотографии уже связанного какого-то фрагмента. И когда не понимают, как это вяжется, я помогаю в этом разобраться, если, конечно, сама понимаю. И вот один из таких примеров. Я прикрепляю сюда фотографию. Я поняла этот узор именно вот так. Я не знаю, на самом деле, это так или не так. То, что я поняла, я это воспроизвела в джутовом варианте, да, в джуте и в полиэфирном шнуре. Буду показывать вам, как вязала на полиэфирном шнуре. Я предполагаю, что там использовался джутовый шпагат двухниточный, да, он тоненький. И чем будет тоньше пряжа, тем красивее будет ложиться узор, на мой взгляд. Также, я дальше тоже об этом скажу, я внесла изменения в начало ряда, там на картинке оно немножечко другое, на фотографии, да, как, опять же, как я считала. Вот, ну, давайте приступим. Буду показывать на полиэфирном шнуре 3 мм и вязать крючком номер 4. Весь семиугольник мы будем вязать с кольца амигуруми полустолбиками с одним накидом и применять правило круга, то есть увеличивать количество столбиков в каждом ряду на то количество, сколько у нас было столбиков в начале. Сформировала кольцо. Делаю 2 воздушные петли, имитируя полустолбик с накидом. И сюда же в кольцо провязываю еще 6 полустолбиков с накидом. Итого у нас получилось 7 столбиков в начале, да, вот эти 2 воздушные петли, они имитируют полустолбик с накидом. Далее затягиваем кольцо. И закрываем ряд. Более подробно про закрытие ряда, про то, как разъединить такое закрытие, вы можете посмотреть в видео про круг. Провязали первый ряд. Второй ряд я буду вязать немножко не так, как на фотографии. По фотографии я вижу, что там второй ряд провязывается столбик, прибавка, столбик, прибавка. Да, то есть там задействованы и верхние горизонтальные, и части столбиков. Вроде как они провязаны в раскол, да, либо же они провязаны так, как мы будем вязать все ряды. Я буду провязывать сразу второй ряд, прибавку делать в каждом ряду и выйду на 14 столбиков. Начинаю ряд таким образом. Делаю накид на крючок и вот нахожу первый столбик, который ближе всего к соединению. И здесь у столбика есть вот эта нижняя его часть, как бы галочка она выглядит, да? И мы делаем накид и заходим в левую стенку вот этой галочки. И дальше проходим вот следующий столбик, вот его верхняя часть, и мы проходим вот так вот сюда, вот за эту стеночку. То есть у нас нижняя часть столбика, она остается нетронутой, а вот сзади вот этого основания столбика там есть вот эта ниточка, в которую мы заходим и выводим рабочую нить наверх, делаем накид, провязываем все вместе, это первый столбик. Дальше накид, и в эту же точку провязываем еще один столбик, это прибавка. Дальше накид, следующий столбик, левая стенка. Дальше проходим с изнаночной стороны, вот эту ниточку цепляем. Достаем рабочую нить, 3 петли на крючке вместе, раз, и сюда же 2. Левая стеночка столбика следующего, с изнаночной стороны за вот эту нить достаем
Провязываем раз и сюда же 2. И вот таких прибавок мы делаем 7, да, столько, сколько столбиков. Таким образом мы поднимаем вот эту левую стенку столбика, потом уже в дальнейшем она будет образовывать вот такие полосочки. Да, а основание столбика следующего служит таким еще дополнительной точкой, через которую мы и укрепляем столбик, и достаем рабочую нить. Все, считаем по верхним горизонтальным. Должно получиться 13 верхних горизонтальных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И 14 мы сейчас сымитируем. Заводим крючок под первую верхнюю горизонтальную сзади вперед. Захватываем петлю, выводим назад, перекидываем и затягиваем. Все, провязали второй ряд. Далее, начиная с третьего ряда, мы будем всегда делать прибавку в первую, да, в первый столбик прибавки предыдущего ряда. Вот, например, прибавка, да, 2 столбика в одну. И вот мы будем идти одиночными столбиками. И вот сюда, в первую, по ходу движения, в первый столбик сюда мы будем провязывать 2 столбика прибавку. И так у нас прибавки размещаются, да, выходят из одной и той же точки и образуют вот такой семиугольник. Провязывать будем точно так же, цепляясь за левые стенки столбиков и проходить под перемычку, которая в следующем столбике. Делаем накид, и вот сначала у нас вот идет прибавка, и мы сразу сюда начнем с прибавки. Захватываем левую стенку столбика, проходим как бы под основание следующего столбика, и здесь выходим вот сюда между ниточек. Захватываем рабочую нить, провязываем раз, делаем накид, сюда же 2, сделали прибавку. Дальше накид, следующий столбик, левая стеночка, под основание следующего столбика и выходим через вот эту ниточку. Одиночный столбик. Дальше снова делаем прибавку, накид, левая стенка столбика, проходим под столбик, выходим вот здесь. Раз, и сюда же 2. И вот таким образом мы вяжем до конца ряда. И заканчиваем ряд одиночным столбиком. Да, дальше вот у нас начинался ряд с прибавки, идет чередование. И закрываем ряд. По кругу мы здесь вышли на 21 столбик, да, на 7 больше, чем в предыдущем ряду. Вот уже проявляется наш узор. Дальше он будет более выражен. Следующий ряд, 4. Чередуем прибавки через 2 столбика. И далее мы будем размещать прибавки, увеличивая интервал между прибавками на 1 столбик. Да? То есть сейчас в 4 2 столбика прибавка, дальше будет 3 столбика прибавка, дальше 4 столбика прибавка и так далее. И всегда мы прибавку делаем в первую по ходу петлю, да, в первый столбик прибавки предыдущего ряда. То есть вот сейчас мы начнем ряд, вот прибавка предыдущего ряда, мы начнем ряд вот сюда, во второй столбик прибавки, провяжем сюда одиночный столбик, дальше снова одиночный столбик, и вот следом прибавка, в первый столбик прибавки провязываем прибавку 2 столбика. Дальше снова раз, раз, потом прибавка.
прибавка. Все, и так вяжем до конца. В конце у нас будет прибавка. И по кругу выйдем на 28 столбиков. И подхожу к концу ряда, провязываю прибавку в последний столбик. Все, закрываю ряд. Все, провязали 4-й ряд. Вышли на 28 столбиков. И далее, пожалуйста, провязывайте самостоятельно, опираясь на те правила, которые я озвучивала раньше. Еще раз повторюсь, мы всегда прибавку делаем в первую по ходу движения петлю, да, в первый столбик прибавки предыдущего ряда. Вот прибавка предыдущего ряда. Мы двигаемся против часовой стрелки. Соответственно, вот это столбик, да, из двух будет у нас первым, тот, в который мы провяжем прибавку, 2 столбика. И вот сейчас в 5-м ряду мы чередуем прибавки через 3 столбика, в 6-м ряду через 4, далее через 5, потом через 6 и так далее. С каждым рядом увеличивая интервал между прибавками на 1 столбик. Все, провяжите, пожалуйста, самостоятельно на необходимый диаметр. И вот я провязала несколько рядов, узор уже хорошо просматривается. Чем дальше вы расширяете диаметр, тем четче будет проявляться узор, да, вот эти полосочки, то можно где использовать вот такой фрагмент, да, такой элемент, семиугольник. Я считаю, что это может быть сумка, да, это могут быть стенки сумки, это может быть донышко сумки, такой модели, как, например, торба на утяжке. Можно расширять диаметр этого семиугольника и поднимать стенки, либо за раз одну стеночку поднять по кругу, либо по отдельности можно 7 стенок поднять, затем их сшить для того, чтобы обозначить еще, да, визуально углы эти определить, и затем она очень хорошо так будет драпироваться и красиво будет подниматься по вот этой фигуре. Это может быть и сервировочная салфетка, это может быть ковер, подушка, на мой взгляд. Вот. Поэтому здесь фантазия ваша, я думаю, что сработает в нужном направлении. Получается деталь такая достаточно плотная и красивая. Все, я надеюсь, что у вас все получилось, что было все понятно и доступно. До новых встреч, подписывайтесь на мой канал здесь, подписывайтесь на мой канал в Telegram, присылайте мне фотографии либо схемы узоров, которые вам нравятся, но вы не знаете, как вязать, и я, возможно, помогу вам с ними разобраться. Все, до новых встреч, пока!